О! Так, что там у нас пришло? Смотрим. Так. Это же список локомотивов под исключение на 2021 год. Хоть посмотрю, что под нож пойдет. Надо же знать, что нужно срочно фоткать. Ну-ка посмотрим. Так, что у нас там? Это что, они сейчас пишут все через 2? Надо срочно ехать снимать. С кем же поехать-то? О, знаю. Чтоб тебя. Ох уж эти шутки для узкого круга лиц. Кому же позвонить? О, придумал. Алло. Алло. Офис автобус мастера. Здорово. Поедешь со мной в Новосибирск? Новосибирск? Зачем? Как зачем? ЧС-2 снимать. Их скоро спишут. Какие через 2? Да ну их в пень. Там есть МАЗ-104. МАЗ-104? Выезжаем. Дорогие друзья, доброе утро, меня зовут Игорь Абросимов. Приветствую вас на своем YouTube-канале в очередной раз. Досмотрите это видео до конца. Мы спрячем призовую карточку, которую вы сможете обменять на чудесную кружку. Кружка с электропоездом РДК 980, собственного изготовления. А в Новосибирск мы приехали для того, чтобы снять электровозы ЧС-2, приписки депо Барабинск, который работает здесь в качестве мазков. Заодно, как обычно, поснимаем автобусы, троллейбусы и трамваи. И метрошку зацепим. Как в Екатеринбурге. Все по старому сценарию. Ничего нового. Погнали! Мы находимся на станции Новосибирск главный. За моей спиной стоит электровоз ЧС-2-101. На самом деле это матрица, которая была переоборудована из электровоза ЧС-2 в 2007 году. Сами посудите, как она выглядит. Но, на мой взгляд, это все равно, что взять историческое здание, обшить его сайдингом и вставить пластиковые окна. Вот то же самое этот ЧС-2. Если даже он является матрицей для перевозки руководства, то на кой лад нужно было переделывать корпус? Оставили бы уже старый, нормальный внешний вид этому электровозу. Зачем-то нужно было делать этот евроремонт. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Поехали дальше. Так, друзья, это вот остановка наземного транспорта на площади Карла Маркса. В чем проблема этой остановки? Какого лешего здесь нету ни одного указателя? Какие тут ходят автобусы, куда они ходят, схемы? Хоть что-нибудь из этого должно же здесь быть, наверное. При том, что здесь целая куча маршрутов работает. И автобусы, и маршрутки, и троллейбусы. Хреновая гора. Черт из два ты разберешься, куда отсюда уехать. Дорогие друзья, мы с вами находимся в Новосибирске на улице Сибиряков-Гвардейцев. Какого черта занесло нас на эту улицу, спросите вы? Это же обычная улица где-то на самой окраине города. Так вот, объясняю, именно на этой улице ездит все самое интересное в части городского транспорта. И ЗИУ-10 «Гармошка», и КТМ-8, и КТМ-5, и даже разные МАЗы, в том числе МАЗ-104. Но зато эта улица мега всратая, в том плане, что она широкая, как взлетная полоса, типичная городская улица из Советского Союза, и трамвай по центру, из которого опасно выходить, елки-палки, на проезжую часть. Трамвайный мир Новосибирска весьма разнообразен. Он представлен вагонами КТМ-5, КТМ-8, а также новыми вагонами БКМ. КТМ-5, как вы знаете, это самый распространенный трамвайный вагон в мире. Больше 14 тысяч экземпляров было построено за все время его выпуска. КТМ-8 здесь поменьше, они в основном здесь переданы из Москвы. Как вы могли видеть, все КТМ-5 и КТМ-8 здесь ездят с бугелями.
Я вот не понимаю, какие могут быть бугели? 21 век на дворе, у нас вагоны с бугелями. И как они вообще до сих пор держатся? В этого я тоже никак не могу понять. Вагонам по 30 лет. Они едут и пляшут на ходу. Посмотрите, какой это КТМ-5, изгибается кузов на каждой кочке. Он прямо танцует, прямо отплясывает вальс какой-то. Как до сих пор этот вагон не рассыпался, для меня лично загадка. Это вот КТМ-8. Довольно распространенный в прошлом трамвайный вагон Москвы. Москва избавилась от этих вагонов относительно недавно, где-то в году в 2018. А здесь они все еще работают. В том числе и бывшие московские вагоны здесь можно заметить. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы находимся в трамвайном вагоне модели 71608КМ, или просто КТМ-8КМ. Для меня покататься в таком вагоне – это настоящая ностальгия, ведь именно в таких вагонах я проездил все детство по Москве. К слову сказать, в Москве уже года 2 как таких вагонов не осталось. А здесь они еще ездят. Кстати говоря, здесь ездят и бывшие московские вагоны, которые работали раньше в первом трамвайном парке имени Апакова. Такой вот он этот вагон. Древний огромный гроб со страшными хлопающими дверями, почти как КТМ-5, только чуть-чуть посовременнее. Вагоны КТМ-8 строились в начале 90-х годов в качестве замены для Татр. Забавно, что Татры до сих пор в Москве работают, а этих вагонов уже не осталось. Вот такое вот качество сборки у них было. Вот бы сейчас Когда ты не хочешь снять трамвай. Когда ты хочешь снять трамвай. Где трамвай? За моей спиной находится трамвайный вагон БКМ-621. Это белорусский трамвай. Выпускались они с 2001 по 2015 год. Это самое новое, что есть в Новосибирске. Довольно много таких вагонов здесь используется. По всем внешним признакам можно сделать только один вывод. Властям города абсолютно насрать на трамвай, как на вид транспорта. Конечно, здесь есть новые вагоны белорусского производства, но это совершенно ни о чем не говорит. Рельсы здесь абсолютно убитые. Даже эти новые вагоны едут еле-еле, подпрыгивая на каждой кочке. Что уж говорить про контактную сеть. Полюбуйтесь, какая дикая здесь стрела провеса на месте пересечения. И это только одно место, а так ведь по всему городу. Поэтому хотелось бы пожелать новосибирцам, чтобы вашим трамваем наконец начали заниматься. И не только покупать новые вагоны, что, конечно, нужно делать, но и заниматься заодно и с инфраструктурой. Потому что ездить новые вагоны долго не смогут. Быстро превратятся в такие же убитые раздолбанные гробы, как КТМ-5. Кстати, хотелось бы напомнить, что от подвижного состава мало что зависит. Взять, к примеру, Екатеринбург. Если вы помните, там до сих пор работают в огромном количестве Татры 70-х годов. Но они там летают как ракеты, потому что в городе следят за инфраструктурой тоже. При этом вагоны в Екатеринбурге выглядят как новые. Чего не скажешь о местных вагонах. Но, пожалуй, на трамваях мы и закончим. А теперь хотелось бы сказать пару слов про троллейбусы. Дорогие друзья, в Новосибирске, оказывается, остались троллейбусы ЗИУ-10, и если быть более точным и научным, ЗИУ-6205. Таких троллейбусов в Москве уже лет 10 как не осталось. Вот мы едем в одном из них, бортовой номер 2286.
Троллейбус следует по 8-му маршруту. Мы решили сесть и прокатиться просто до конечной. Я, честно говоря, даже не ожидал, что можно будет встретить этот троллейбус на маршруте. Троллейбус, конечно, вызывает множество положительных эмоций. В конце концов, это такой же троллейбус молодости, как, например, ЗИУ-9 или как автобус ЛиАЗ-677. Но, с другой стороны, весьма печально выглядит этот троллейбус. И это очень грустно. Даже в том же Екатеринбурге все троллейбусы были ухоженные, хоть и старые. Очень хотелось бы, чтобы этим троллейбусом занялись и привели его в нормальное состояние. Конечно, подвижной состав здесь довольно старый. Я видел всего лишь 2 современных троллейбуса «Троллейбус Мегаполис». И то они условно современные, все-таки 2013 год. А так здесь почти все троллейбусы это ЗИУ-9, как и в Екатеринбурге. ЗИУ-9 разных модификаций, разных производителей. Всякие там ВМЗ, АКСМ в одном и том же кузове. Троллейбусы почти одинаковые. Вот, пожалуйста, в качестве примера типичный ЗИУ-9 с решеточкой на морде и со значком завода имени Урицкого. Вот он стоит на поворот. Также довольно много троллейбусов Тролльза Оптима. Если вы помните, в Екатеринбурге таки было все пяток. Ну и, соответственно, гармошка ЗИУ-10, на которой мы сегодня покатались. Как я уже говорил, трамвайная инфраструктура здесь довольно разбита, а троллейбусная еще ничего. Поэтому троллейбусы пользуются огромным спросом здесь, в Новосибирске. Почти как автобусы. Ну и, соответственно, ездят довольно быстро. Ну а об автобусах Новосибирска расскажет, как всегда, наш автобусный эксперт. Йоу! Я! Гангста! Нига! Автобусный эксперт все знает лучше всех. Икарус Волжанин закатывает в цех. Автобусный эксперт все знает лучше всех. Отснимет ЛиАЗы без всяких там помех. А автобусный мир Новосибирска весьма разнообразен. Тут вам и МАЗы, Нефазы, ЛиАЗы, конечно же ПАЗы, а еще Hyundai и Deo. Последних в центральной России почти вообще не встретить. МАЗы особенно стоит выделить все-таки 104-е, потому что они на грузовом шасси высокопульные. Это главное их отличие от 103-го, который имеет переменную высоту уровня пола. Ну и от 203-го, который полностью низкопольный. Центральный универсальный магазин. Нефаз 5299 достаточно распространенная машина в данном регионе. О, красавец какой, красненький.
Это что, ЛиАЗ 5256 в классическом исполнении? Он что, тут есть? А это самый православный автобус. Пазик. Куда же без них в городах России? Никуда. Даже в Москве можно увидеть. Правда, не на маршрутах. О, модерновый. После рестайлинга очередного. Какой сейчас год вообще? Сколько времени? Сколько я спал? Это что, уже 8 часов утра? Скорее надо через 2 ехать снимать, собираться уже. Давай, вставай быстрее. Это обзор гостиницы. Гостиница называется «Электрон». И этот номер стоит 1400 рублей. Поэтому не будем сильно до него докапываться, а просто расскажем, что здесь есть. Телек. Раз кровать. Два кровать. Кофейный столик. Автобусный эксперт. Милые светильнички. Это прихожая. Скажите спасибо, что запахи камера не передает. Главное место в номере. У нас нет денег на новую бумажку. За окном Советский Союз. Жить можно. Это был обзор гостиницы. Прежде чем начать рассказывать про новосибирский метрополитен, давайте прослушаем очередное долбанное звуковое объявление. Метрополитен в Новосибирске довольно небольшой. Здесь всего 2 линии. И вот это перед вами туннель на единственном пересадочном узле. Он довольно длинный и извилистый. Вы можете видеть его прямо на этом видео. В одном из туннелей поселился местный крутой музыкант. Бренчит на гитарке. Музыка у него потрясающая. Подвижной состав в новосибирском метрополитене самый обычный. Это номерные, различных модификаций. Также здесь есть так называемый пришелец. Это тот же номерной, только сделан в Санкт-Петербурге. Обозначается он 81540. Ну и номерные здесь тоже есть разные. Они отличаются расположением фар. 2.2, 2.2.2 и 1.4.1. Следующая станция Октябрьская. Уважаемые пассажиры, если вы стали свидетелем правонарушения, сообщите об этом любому работнику метрополитена или
А теперь время для моей любимой рубрики, в которой мы вылезаем на перегоны, чтобы снимать поезда. Мы приехали на платформу Аэрофлот. Вообще хотелось бы сказать, что на западно-сибирской дороге довольно неплохо заботятся о пассажирах. Вот, например, платформа «Жилмассив», на которой мы садились. Полюбуйтесь, какое там поставили новое здание вокзала. Это всего лишь платформа на окраине города. А там есть даже туалет для инвалидов. Ничего себе, вот это сервис. Ставлю большой лайкос западно-сибирской дороги. Даже здесь, на платформе Аэрофлот, есть и красивое здание, и туалет, и, как ни странно, пешеходный мост при низкой платформе. Ну что ж, погнали на перегон. Мы находимся на перегоне Обь-Чик. Так вот он выглядит. 3 пути. В принципе, с художественной точки зрения ничего интересного. С одной стороны мы видим волоснявый лес, а с другой стороны бетонный забор путевой машинной станции. Так что перегон этот не самый лучший для посещения. Хотя фиг его знает, что творится на других местах этого перегона. Мы находимся между платформами Аэрофлот и Павино. Возможно, где-то есть места и поприличнее, но конкретно здесь полный отстой. Посмотрим же, что здесь с подвижным составом. Два из 6. Опять 2 из 6. 2 из 6. Игорь, там ВЛ-10. Что? ВЛ-10? Здесь что, есть что-то кроме 2 из 6? Срочно снимать! Погнали! Дорогие друзья, наше время на исходе. Пора покидать этот чудесный перегон и двигаться на самолет. Погоди, а как же ЧС-2? Да их под забор поставили неделю назад. Теперь, когда путешествие подходит к концу, настало время, как я обещал, спрятать призовую карточку. На этот раз прячем белорусско-китайский электровоз БКГ-2, сфотканный под Вязьмой. Прятать его будем прямо под этот самолет-памятник Ту-154М. Кто найдет карточку, получит кружку с электропоездом РДВК-980, мою фирменную. Впрочем, кружку вы можете получить и не ища эту карточку. Для этого напишите мне в Инстаграм. Там и договоримся. Ну что ж, поехали. Карточку спрячем под правым колесом самолета. Смотрите сюда, внимательно, ничего не пропустите. Ловкость рук, никакого мошенничества. Кладем ее в механизм. Надеюсь, не улетит. Ну что ж, удачи вам. Надеюсь, вы сможете найти эту карточку рядом с аэропортом-то. Ничего сложного вроде. Поехали дальше. Дорогие друзья, это был Новосибирск. Потрясающий город. Сколько здесь сохранилось советского наследия, это и представить невозможно. И советские вывески, посмотрите, какие красивые. И советские здания, и много архитектуры. Замечательно также то, что здесь работают троллейбусы. И здесь троллейбусные провода почему-то никому не мешают внезапно. Хотя здесь полно проводов, которые засоряют вид города. Например, вот эти. Или эти, или вот эти. С трамваем, конечно, следует еще много поработать руководство города, потому что таким транспортом серьезно пользоваться невозможно. Еле-еле они ползают, еле-еле ты их дождешься. Но в целом городу есть к чему стремиться, и в нем огромный потенциал. Ну а что касается электровозов ЧС-2, приписки ДП Барабинск, за которыми мы и ехали сюда, то, судя по всему, эти электровозы навсегда ушли в историю. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А в комментариях напишите какой-нибудь стишок, который мы наложим на бит про автобус мастера. Самый лучший вариант попадет в следующий ролик. Спасибо вам большое за просмотр. А автобус мастеру спасибо за съемку. И за огромное терпение, которое он проявил в ходе данной поездки. Увидимся в следующем видео.